Приветствую. Обзор, анализ, прогноз криптовалют. Хоть где-то сейчас можно видеть позитив, крипторынок показывает рост, в отличие от российского рынка, от российского рубля. Кстати, его график посмотрим в конце видео. Сегодня у нас начинается новый месяц, давайте посмотрим, с чем мы пришли к этому дню, глянем интересную статистику, главные новости и события криптовалют. Суточный объем торгов у нас потихоньку подрастает, но касается это в большей степени только стейблкоинов. По альтам как было меньше 5 миллиардов в сутки, так оно и остается. Наибольший рост сегодня показывает монета Waves, почти 39%. Наибольшее падение у монеты Hex минус 3,7%. Что же касается биткоина, закрыли мы все-таки его в положительном балансе. Февраль у нас оказался зеленым, как это было на истории чаще всего. Но вот март, который следует за ним, чаще всего как раз таки был окрашен в красный цвет. Посмотрим, какая будет история у нас в этом году. Прошлый 2021 год начинался с 3 положительных месяцев. В этом году мы видим всего лишь первый положительный месяц, февраль. Индекс страха и жадности вновь вернулся в нейтральную зону. Сегодня показывает цифру 51, вчера был экстремальный страх. Цифра 20, вот так мы скакнули с 20 сразу на 51. Стоило цене немножко подрасти. Вот так это выглядит, если смотреть исторические показатели. Недавно мы уже подскакивали до текущих уровней, до уровня примерно в 50. Немного проторговались и ушли вниз. Поэтому нейтральная зона еще ни о чем не говорит. А это наглядное отображение, если наложить данные индекса страха и жадности на цену биткоина. Пытаемся вырваться из желто-оранжевой зоны. Посмотрим сентимент пользователей Твиттера касательно биткоина, с каким настроением они пишут свои посты. Рост был достаточно сильный, а вот настроения отскочили не так уж и здорово. Это, конечно же, хорошо для продолжения роста. Пока что у пользователей Твиттера есть небольшие сомнения. Биткоин Rainbow Price Chart закрыл месяц в середине диапазона дешевого биткоина. Еще недавно мы зацепляли зону аккумуляции, сегодня же мы уже в середине следующей ценовой зоны по данному индикатору, которая, кстати говоря, далека от пиковых значений. За последние сутки было ликвидировано более 61 тысячи трейдеров, забрали 305 миллионов долларов. Ну и, естественно, больше всего ликвидировало шортистов, почти 84% из всей массы. У лонгистов забрали всего почти 50 миллионов, у шортистов 255. Вот так это выглядит на истории. Ликвидации лонгистов достаточно низкие, что естественно во время роста. Ликвидации шортистов демонстрируют взрывные показатели. Давайте приблизим только февраль. Ну и, кстати, хочется отметить, что рост у нас достаточно серьезный, а вот сумма, на которые ликвидировала при этом росте, ниже, чем предыдущие. Это такой своеобразный сигнал того, что двигать цену наверх становится все менее выгодно. Шортистов там становится меньше. Думаю, мы еще раз можем увидеть попытку проверить, сколько там осталось денег. Прострел наверх и забор вот этой ликвидности на уровне в районе 45 тысяч долларов. И если там показатели будут еще ниже, то тащить цену наверх еще выше будет уже менее рентабельно, нежели брить лонгистов. Сейчас же изменение лонговых и шортовых позиций выглядит данным образом. Лонги практически не меняются за сутки, шорты сокращаются на 7%. На динамике видим картину, которая достаточно наглядна. Шорты идут вниз, а лонги планомерно идут вверх. Давно не говорил о кошельке под номером 3 из всех топовых кошельков биткоина. А все потому, что там просто тишина. Нет ни покупок, ни продаж. Последняя нормальная покупка была 4 февраля, то есть почти месяц назад. Данный кошелек не продает и не покупает, что в принципе логично. Цены недостаточно высоки и проливов серьезных нет для того, чтобы что-то откупать. Но если посмотреть вот этот показатель, число кошельков, на балансе которых более 1000 биткоинов, данная метрика показывает просто взрывной рост этого количества. И что примечательно, произошло это 27-28 числа. Если это не глюк данного индикатора, то очень похоже на то, что какие-то, возможно, олигархи, на которых наложили санкции, резко ринулись в криптовалюты. И количество очень крупных кошельков просто полетело наверх. Интересно будет последить за динамикой, как она будет меняться. Логарифмические уровни биткоина хорошо отрабатывают. Локально, если посмотреть, мы были на уровне в районе 36, теперь передвинулись наверх. Верхний уровень у нас в районе 43. И если мы его удержим и пойдем еще выше, то следующий уровень аж на 55,5. Можем совершить достаточно такой сильный рывок наверх. Индикатор резервного риска также показывает бычье настроение. Увеличиваем локальную ситуацию и видим, что из зоны покупок мы то заходили в зону покупок, то выходили из нее, потом снова заходили и снова сейчас вышли и
показатели направлены в сторону лонгов. Остается только закрепиться здесь и продолжить движение вверх. Это также является бычьим сигналом. Расширенный сигнал NVT продолжает движение наверх, недавно мы его смотрели. Очень похожая ситуация с предыдущим индикатором, когда мы зашли в зону покупок, вышли, потом снова вернулись, казалось бы, все пропало, но быстро оттуда опять вылетели и теперь обновляем хаи по данному индикатору, что также является хорошим сигналом на дальнейшее движение наверх. Процент предложения биткоина в профите. Нет у нас здесь никаких дивергенций на локальной ситуации, но есть на более глобальной. Например, сравните вот этот лой фиолетовой линии и вот этот. Он ниже, чем предыдущий. Ценовой же лой сейчас выше, чем ценовой лой летом 2021 года. То есть есть такая дивергенция, которая в приоритете может отправить цену намного выше. Но даже с учетом того, что сейчас процент предложения в профите находится на достаточно высоком уровне относительно недавних показателей, почти 75%, много людей начало закрываться в минус на этом отскоке наверх. Вот мы видим ценовой рост наш последний от 28 числа и видим, что метрика направлена вниз. То есть на этом отскоке люди не верят, что мы пойдем дальше и пытаются скинуть и спасти хоть что-то, закрывая позиции в минус. И, кстати, вот так выглядят мувинги профитов и потерь. Я постоянно говорю, что нам нужно для того, чтобы мы двигались наверх, поэтому сегодня повторяться не буду. Мы получили лонговый сетап, потом шортовый. Теперь снова два этих мувинга очень близко друг к другу и способны в ближайшее время снова пересечься и образовать лонговую ситуацию. Раз в месяц смотрю, как там у нас с установкой криптобанкоматов, потому что она немного коррелирует с ценой биткоина. Когда цена идет вниз, банкоматов ставят меньше. Сейчас, конечно, это трудно оценивать, потому что сами знаете, какие события в мире происходят. Но факт остается фактом. Каждый месяц, начиная уже с октября 2021 года, все меньше и меньше ежемесячно устанавливается банкоматов по всему миру. Если, например, в августе 2021 года было установлено более 2000, в феврале было установлено всего 1148. А на март запланирован план вообще всего в 672 штуки. Установщики банкоматов не очень верят, что рынок пойдет обновлять хаи. Однако у нас появился достаточно редкий сигнал денежного потока на таймфрейме в 2 недели. Когда мы пересекаем показатели, равные нулю, снизу вверх, цена также в скором времени идет наверх. Так было в 2012, так было в 2016, в 2019 году также пошли наверх. В марте 2021 года также образовали подобную формацию, подобный сигнал. И сейчас мы снова пробили эту сигнальную линию, но цена пока стоит на месте. Ну и на истории мы также не ежемоментно улетали наверх, а после прохождения какого-то времени. Популярные монеты в Твиттере, о которых больше всего пишут на данный момент: на первом месте Ethereum, на втором Solana, на третьем Shiba Inu. Давайте глянем, что у нас там с Solana. Недавно мы ее смотрели, находились вот здесь, возле хорошей точки входа. Так, на 4 часах. Что у нас здесь? Ну, как раз таки мы отмечали на 4 часах, что можно здесь пролив этот откупать и стоп ставить за основание. В итоге мы ушли наверх. Тот, кто боится, может уже переставлять стопы в безубыток, ну или подождать более серьезных значений для того, чтобы зафиксировать профит побольше. Выглядит все, конечно же, неплохо, однако мы до сих пор не пробили скользящую среднюю 200-ку, которая может нас удержать от дальнейшего роста. Поэтому страховка стопом в безубыток достаточно рациональное действие. Что еще касательно альтов, Grayscale у нас за последние 24 часа пока ничего не покупали, даже все у них летит под распродажу, только монета как раз таки Solana, о которой мы сейчас говорили, находится в положительном балансе за месяц, остальное все красное. Давайте посмотрим еще разработчиков, кто у нас за февраль больше всего работал. Активность разработчиков за 30 дней. На первом месте Uniswap, Genesis, Status, MetaMask, Cosmos, Trust Wallet, Decentraland, Ocean Market, Chainlink и так далее. Есть еще один топ, который я также смотрю, тоже показывает активность разработчиков, но считают как-то они данный показатель по-разному. Но есть, конечно же, и пересечения. Здесь также на первом месте Uniswap, далее Solana, Cardano, Polkadot, Kusama, Chainlink, Genesis, IOTA, Filecoin и Ethereum на 10-м месте. Именно эти команды разработчиков лучше всего и активнее всего работали за последние 30 дней. Резервы биткоина также у нас остаются в таком же тренде, как мы и видели их в последнее время. Биткоин больше выводит с бирж, чем заводит, несмотря на колебания цены то вверх, то вниз. Запасы битка на биржах становятся все меньше и меньше. Если говорить про майнеров, то хэшрейт, сложность сети, также у нас сохраняет восходящую тенденцию, все здесь нормально. Активность майнеров также с небольшими колебаниями, но достаточно на низком уровне. И резерв майнеров
потихонечку сокращается, но без больших скачков. Например, на последнем росте мы даже остановили падение данного показателя резерва майнеров, их запасов. То есть какого-то большого энтузиазма для продажи у них по-прежнему нет. Важные события экономического календаря отфильтровал я на эту неделю, что произойдет важного в США, потому что все смотрят именно на них. Завтра, в среду 2 марта, состоится выступление президента США Джо Байдена. О чем он будет говорить, я думаю, и так понятно, но мало ли, может, что-то скажет и про какие-то экономические изменения. Потому что я на днях недавно слушал Олафа Шольца в Бундестаге, и он там, кроме Украины и России, упоминал еще и свои какие-то экономические изменения, поэтому от Джо Байдена можно ждать чего-то такого. Также стоит обратить внимание на выступление главы ФРС Пауэлла. В 18:00 по Москве будет также 2 марта. Вполне возможно, упомянет что-то про денежно-кредитную политику и про ставку. 3 марта также 18:00 снова выступление главы ФРС. Одного дня ему, по-видимому, не хватит. Будет 2 дня шатать рынок. Это такие самые важные события, на которых может повыситься волатильность всех рынков. Но, конечно же, не единственные. Сейчас новости прилетают чуть ли не каждые 10-15 минут, и измениться все может в любой момент, поэтому стопы сейчас использовать очень важно. Ну и что касается вопроса, как будут работать криптобиржи в текущих условиях, будут ли закрывать счета россиян, я думаю, этот вопрос стоит начать вот с такой информации. Объем торгов биткоином в паре с рублем вырос на фоне вторжения в Украину. Здесь можно даже не читать, просто посмотреть на вот эту инфографику. Когда начали вводить санкции, просто моментально увеличился объем торгов биткоина и рубля. Рубли начали перекладывать в крипту, чтобы хоть как-то спасти свои сбережения. Если же смотреть пару рубль USDT, также мы видим, что зафиксирован большой всплеск. Кстати, это отличная возможность поменять рубли на доллары, потому что в банкоматах, в банках это делать сейчас достаточно сложно. Можно просто купить USDT, тот же самый курс, как и доллар США. Дальше аналитики сервиса пишут то, что я уже сказал, с чем это связано. Ну и давайте посмотрим, как отреагировали власти Украины и США на то, что россияне начали перекладываться в крипту. Сразу же практически появилась новость о том, что вице-премьер Украины призвал заморозить биржевые аккаунты пользователей из России и Беларуси. Он призвал все крупные криптобиржи заморозить аккаунты. Причем без разбора. Санкции, не санкции, просто всех. По его словам, критически важно, чтобы это были все аккаунты, а не только связанные с политиками. И, кстати говоря, сразу начали выходить новости о том, что маленькие криптобиржи, особенно которые базируются в Украине, действительно заморозили аккаунты многих россиян. Но самые крупные криптобиржи, конечно же, 10 раз подумают перед тем, как это сделать. К тому же вот Белый дом попросил криптовалютные биржи заблокировать попавших именно в санкционные списки пользователей из России. Не всех, а только тех людей, которые попали под санкции. Администрация Байдена напомнила криптовалютным биржам, что пользователи из России, находящиеся в санкционных списках, не должны получать услуги по торговле и обмену цифровых валют. А все потому, что есть возможность спасти свои средства и как-то обойти санкции, если перевести все в крипту. Американцы хотят лишить этой возможности людей, которые попали под санкции. По мне, так это как раз-таки логичный вариант. Не блокировать все подряд, а блокировать именно тех, кого они хотят наказать конкретно. Ну и вот они ответы этих крупных бирж. Binance заявила, что не станет блокировать аккаунты пользователей из России. Как они заявили, криптография должна была обеспечить большую финансовую свободу для людей по всему миру. Одностороннее решение запретить людям доступ к их криптовалюте противоречило бы принципам существования этой отрасли. Чуть позже Kraken также присоединился к такому же решению. Они отказались удовлетворить просьбу вице-премьера-министра Украины, но при этом SEO Кракена в своем твиттере написал, что если будет законодательное обоснование того, чтобы все заблокировать, они это сделают. Сейчас же их просят как будто бы заблокировать по собственному желанию. Этого же они, конечно, пока не планируют. Сегодня же стало известно, что и Coinbase отказалась блокировать всех российских пользователей. Опять же, это стало ответом на призывы это сделать из Украины. Также стоит отметить, что Coinbase и так не работала на территории России. Они обслуживали российских пользователей, но только тех, которые находились на территории США, то есть граждан России, которые были в Америке. Их-то уж точно блокировать совсем не за что. Ну и одна напоследок новость, не связанная с войной. Она достаточно неплохая, платформа eBay скоро начнет работать с криптовалютами. Они планируют в ближайшее время запустить опцию по приему цифровых валют. Об этом ходили слухи еще в 2019 году, но подтвердили эти слухи руководство только сейчас. Планируется, что официальное заявление об этом будет сделано 10 марта в преддверии конференции с участием инвесторов. Давайте посмотрим биткоин и рубль. Начнем с рубля. Что-то уж очень быстро мои прогнозы
прогнозы начали сбываться по этой паре доллар-рубль. Смотрим более глобально на дневках. И здесь я сразу скажу, что история достаточно выглядит печально. Мы закончили треугольник, и если это так, то мы начали формировать последнюю волну, так как треугольники у нас в предпоследней волне формируются, волны старшего порядка. Движение очень похоже на 1-2, 1-2. И сейчас развиваем следующую импульсную волну. Но стоит сказать, что мы еще ее не завершили. Давайте немного приближу, потом еще о глобальном сценарии добавлю. В последний раз мы смотрели график доллар-рубля, когда находились на уровне 86-89. Говорил я, что мы можем скорректироваться до уровня 82. Как раз таки мы этот уровень и цепанули. Это был очень неплохой уровень для того, чтобы подкупить доллар. Но мы его уже благополучно покинули на данный момент. И полетели наверх. Следующая зона была на уровне 102-103. Ее мы также уже пролетели. Немного перебив, сейчас откатываемся вниз. Но этот откат выглядит достаточно пока непродолжительным. Если открыть часовик, то мы видим, что цена примерно остается на прежних значениях. Лишь разгружаем индикатор для того, чтобы направиться еще раз, перебить хаи. Пока ни график, ни индикатор не показывает того, что мы закончили движение вверх. Так, вот эту желтую зону я удаляю, так как она у нас благополучно отработала, если здесь можно использовать такое слово. И посмотрим график на дневке еще раз. После того, как прогноз отработал, мы теперь смотрим, как дальше будет вести себя цена. И пока что выглядит здесь все, как будто бы у нас будет очень много растяжений. Если это было 1-2, 1-2, здесь выглядит как будто и вот это 1-2, и вот это 1-2, и дальше мы полетим выше. На истории мы не видели подобных значений никогда, поэтому ориентироваться на историческом графике у нас не получится. Единственное, что можно применить, это вот сетку Фибоначчи. Мы пробили и 103 у нас. Следующая зона, это где может остановиться, как-то консолидироваться цена, это 116. Ну и, кстати говоря, остается всего еще один уровень и потом во внутреннюю структуру. До этого я доллары уже давно откупал, я их сейчас даже продавать не собираюсь. Я их и по 100, и по 111, там по сколько было? По 111. И по этой цене у меня даже мысли не возникло продать их, потому что цена может улететь намного выше. Нужно следить сейчас за геополитической обстановкой. Произойти может все что угодно, но доллар всегда будет равен 1 доллару, а вот рубль колбасит во все стороны. Поэтому прогнозы в плане коррекции здесь делать пока смысла нет. А вот верхние показатели, куда мы можем достичь, это 115, 116 и 120, 125. Вот они, эти уровни. Если мы увидим здесь ослабевание тренда, будем уже смотреть зоны на коррекцию. Давайте посмотрим, что здесь с битком, хоть он у нас радует в текущие дни. Неудивительно, что в него пытаются инвестировать рубли, как мы видели. Так, здесь мы подкупали. Отметку я делал, на проливе у меня сработал еще один лимитник и полетели наверх. Тот, кто хочет подстраховаться, можно уже сейчас выставлять в безубыток стопы. Зону мы предыдущие пики практически достигли, нарисовали 3 волны наверх. Выглядит пока все это здорово, но пока что мы не пробили вот этот хай. Все это у нас может запереться вот в такой треугольник. 3 волны наверх, 3 вниз, 3 наверх. Локально можем формировать треугольник, но это не основной для меня сценарий. Основной сценарий — это движение в рамках волны D с подволнами WXY. Также на часовике видим, что мы здесь удерживаем зону, при этом индикатор у нас разгружается, для того, чтобы с большей вероятностью дальше пойти наверх. Здесь прогноз без изменений. Первая цель — это предыдущие пики, которые мы практически уже достигли. Я думаю, вполне вероятно, мы этого сделаем в ближайшем времени, в ближайшем будущем. И зона волны D начинается в районе 51-52. И верхняя грань этой зоны 55. К тому же здесь эта зона совпадает с хорошим уровнем поддержки и сопротивления. Так что вот именно здесь, я думаю, если и будет отскок вниз, то из текущей зоны. К тому же, как вы помните, сегодня смотрели логарифмические графики. Верхняя, следующая зона, верхний уровень как раз таки совпадает с уровнем 55 тысяч долларов. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Telegram. Всем удачной торговли, счастливо.